Урок 1. Создание расслабляющей атмосферы. Привет, Анна. Я подумываю сделать наш дом более уютным и расслабляющим. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Что вы имеете в виду? Что ж, я подумывал купить теплые лампочки, чтобы создать успокаивающую атмосферу. Это прекрасное предложение. Теплый свет определенно может сделать пространство более привлекательным. Где вы планируете их взять? Я займусь этим. Я слышала, что в центре города только что открылся новый магазин осветительных приборов. У них может быть широкий выбор. Это просто фантастика. Всегда интересно осматривать новые магазины. Кстати, вы рассматривали возможность использования диммерных переключателей для освещения. Это хорошие замечания. Диммеры позволят нам регулировать яркость в соответствии с настроением и временем суток. Абсолютно. Приятно иметь возможность создавать разные атмосферы в зависимости от случая. Думаю, это сделает наш дом более индивидуальным. Я полностью согласен. Все дело в том, чтобы наше пространство было комфортным и отвечало нашим предпочтениям. Я обязательно проверю, есть ли в магазине осветительных приборов также диммерные переключатели. Отличная идея. Пока вы там, возможно, вам также стоит купить мягкие теплые декоративные подушки и одеяла. Они могут добавить дополнительный уют в нашу гостиную. Это фантастическое предложение. Мягкий текстиль определенно может повысить уровень комфорта. Я тоже буду следить за ними. Замечательно. Я с нетерпением жду возможности превратить наш дом в рай для отдыха. Это будет отличное место для отдыха после долгого дня. Не могу не согласиться с этим. Уютная домашняя обстановка может существенно повлиять на наше общее самочувствие. Совершенно верно. Окружающая среда может сильно влиять на наше настроение и самочувствие. Я рада, что мы предпринимаем шаги для создания более расслабляющей атмосферы. Я тоже. Думаю, это сделает наш дом местом, где мы сможем восстановить силы и обрести покой в разгар нашей напряженной жизни. Определенно. А еще это будет прекрасное место для развлечения друзей и семьи. Я уже могу представить себе теплую и гостеприимную атмосферу. Звучит прекрасно. Я постараюсь уделить приоритетное внимание созданию этой уютной атмосферы. Наш дом станет убежищем для нас и наших близких. Меня это очень радует. Это будет прекрасная трансформация. Давайте сделаем наш дом идеальным убежищем. Совершенно верно. Мне не терпится начать работу над этим проектом. Нас ждет уютное убежище. Урок 2. Планы завтрака. Привет, Анна. Ты уже позавтракал? Привет, Джон. Нет, пока нет. Я планирую кое-что приготовить. А как же ты? Я немного перекусила, но могла бы хорошо позавтракать. Что ты собираешься приготовить? Я собирался приготовить яичницу с тостами. Возможно, мы можем добавить немного обжаренных грибов и шпината для дополнительного вкуса. Звучит очень вкусно. Мне нравится сочетание яиц и овощей. Как насчет того,
чтобы добавить сверху немного тертого сыра. Отличная идея. Сыр определенно выведет яичницу на новый уровень. И мы можем выбрать сорт, который хорошо тает, например, чеддер или грюйер. Вкусно! Я уже могу представить себе кремовую текстуру и сырный вкус. У меня слюнки текут. Я рада, что вы в восторге от этого. Я также приготовлю свежевыжатый апельсиновый сок к завтраку. Это будет освежающее начало дня. Звучит отлично. Свежевыжатый апельсиновый сок так бодрит. Это также отличный источник витамина С. Абсолютно. Важно получать суточную дозу витаминов и питательных веществ. Для максимального вкуса я обязательно использую спелые апельсины. Кстати, о фруктах. Что вы думаете о добавлении нарезанной клубники или бананов в гарнир? Определенно. Свежие фрукты станут прекрасным дополнением. Это добавит яркости и натуральной сладости нашему завтраку. Я полностью согласен. Приятно иметь баланс вкусов и текстур. Кроме того, это делает блюдо более визуально привлекательным. Совершенно верно. Презентация играет ключевую роль, особенно когда речь идет о еде. Это улучшает общее впечатление от ужина. Это правда. Эстетика может сделать трапезу более приятной. Это настоящий праздник как для глаз, так и для вкусовых рецепторов. Не могу не согласиться с этим. А теперь давайте не будем забывать о тосте. Думаю, немного домашнего хлеба было бы идеально. Домашний хлеб звучит потрясающе. Сам по себе запах свежеиспеченного хлеба неотразим. Мне не терпится попробовать его на вкус. Я обязательно приготовлю тесто заранее, чтобы на завтрак мы могли съесть теплый свежеиспеченный хлеб. Это просто фантастика. Ничто не сравнится с ароматом и вкусом домашнего хлеба. Это утешает и доставляет удовольствие. Совершенно верно. А самое приятное то, что мы можем настроить его под разные вкусы и текстуры. Может быть, мы можем попробовать пикантный хлеб с травами или сладкий вихрь с корицей. Мне нравится твое творчество. Эти вариации звучат фантастически. В зависимости от настроения у нас могут быть разные варианты. Именно так. Разнообразие – это изюминка жизни, особенно когда речь идет о еде. Это делает вещи интересными и приятными. Не могу не согласиться с этим. Я очень жду этого завтрака. Начало дня будет вкусным и насыщенным. Я тоже. Завтрак – самый важный прием пищи, а еще лучше, когда его разделяют в хорошей компании. Я благодарна за то, что ты стал моим напарником по завтраку. Точно так же. Совместная трапеза всегда доставляет удовольствие. Это отличный способ наладить связь и начать день на позитивной ноте. Урок 3. Профессиональная одежда для достижения успеха. Привет, Анна. Я думала о личностном росте, и один аспект, который мне пришел в голову, это профессиональная одежда. Это может существенно повлиять на наше восприятие на рабочем месте. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. Профессиональная одежда не только производит положительное впечатление, но и повышает нашу уверенность и профессионализм. Это важный аспект карьерного роста.
Именно так. Когда мы хорошо одеваемся, мы демонстрируем свою преданность своей работе и проявляем уважение к себе и другим. Это устанавливает высокий стандарт профессионализма. Не могу не согласиться с этим. Важно помнить, что профессиональная одежда различается в зависимости от отрасли и рабочей культуры. Мы всегда должны одеваться в соответствии с условиями, в которых мы находимся. Отличное замечание. На разных рабочих местах может быть разный уровень формальности. Очень важно соблюдать дресс-код и соответствующим образом адаптироваться. Совершенно верно. Уделение внимания таким деталям, как уход, чистота и выбор подходящей одежды, может иметь большое значение. Это говорит о том, что мы серьезно относимся к своей работе. Я полностью согласен. Главное – внимание к деталям. Дело не только в одежде, которую мы носим, но и в том, как мы себя представляем в целом. Речь идет о создании профессионального имиджа. Точно. Наш внешний вид красноречиво говорит о нашей трудовой этике, внимании к деталям и приверженности своим ролям. Это может произвести неизгладимое впечатление на клиентов, коллег и начальство. Вы абсолютно правы. Профессиональная одежда может открыть двери и создать возможности для карьерного роста. Это инвестиция в наш профессиональный рост. Не могу не согласиться с этим. И дело не только во внешнем восприятии. Профессиональная одежда также может повысить нашу уверенность в себе и мышлении. Когда мы хорошо выглядим, мы чувствуем себя хорошо. Это так. Уверенность – важнейший актив на рабочем месте. Когда мы чувствуем себя уверенно, у нас больше шансов принять вызовы, выразить свои идеи и оказать положительное влияние. Совершенно верно. Профессиональная одежда может придать нам дополнительный заряд уверенности в себе. Это все равно, что надеть доспехи, готовящие нас к успеху. Мне нравится эта аналогия. Профессионально одеваться – все равно, что носить доспехи успеха. Это помогает нам уверенно и стойко встретить день. Определенно. И важно помнить, что профессионально одеваться – это не значит жертвовать личным стилем. Мы все еще можем продемонстрировать свою индивидуальность в рамках профессионализма. Вы абсолютно правы. Речь идет о том, чтобы найти баланс между выражением собственного стиля и соблюдением ожиданий, предъявляемых к нашему рабочему месту. Речь идет о том, чтобы быть аутентичными и в то же время профессиональными. Точно. Когда мы находим этот баланс, мы создаем наш уникальный профессиональный бренд. Это отражение того, кто мы есть и что мы предлагаем. Не могу не согласиться с этим. Наш профессиональный бренд – важный аспект нашего карьерного роста. Профессиональная одежда – это лишь часть головоломки. Совершенно верно. Это сочетание наших навыков, знаний, мировоззрения и того, как мы себя представляем. Профессиональная одежда – мощный инструмент в этом уравнении. Хорошо сказано. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание нашему профессиональному росту и помнить о влиянии профессиональной одежды. Это инвестиция в наш будущий успех. Урок 4. Любимые впечатления. Привет, Анна. Я думала о наших любимых впечатлениях. У тебя что-то запомнилось? Привет, Джон. Определенно. У меня было несколько невероятных впечатлений, которыми я буду дорожить вечно. Как насчет тебя?
Звучит потрясающе. У меня также было несколько любимых впечатлений, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Всегда приятно размышлять об этих особенных моментах. Совершенно верно. Некоторые из моих любимых впечатлений связаны с путешествиями в новые места и погружением в разные культуры. Чувство приключений и открытий не имеет себе равных. Я могу общаться. Путешествие — это невероятный способ расширить кругозор и глубже понять мир. Это сокровищница уникальных впечатлений. Определенно. Я помню одну конкретную поездку на Бали. Яркие цвета, захватывающие дух пейзажи и теплое гостеприимство местных жителей сделали это путешествие незабываемым. Бали звучит потрясающе. Я могу только представить себе красоту и спокойствие этого места. Невероятно, как путешествия могут перенести нас в разные миры и оставить незабываемые воспоминания. Совершенно верно. Особым город делают его не только местом назначения, но и впечатлениями, полученными в нем. Знакомство с местной кухней, общение с людьми и новые развлечения – все это добавляет волшебства. Это так. Сочетание образов, звуков, вкусов и взаимодействий создает целый ряд воспоминаний. Именно эти уникальные впечатления останутся с нами. Определенно. И дело не только в путешествиях. Некоторые из моих любимых впечатлений связаны с личными достижениями, такими как прохождение сложного похода или освоение нового навыка. Мне это понятно. Личные достижения могут принести невероятное удовлетворение. Они выводят нас из зоны комфорта и дают нам чувство выполненного долга. Совершенно верно. Помню, как я учился играть на гитаре. Ощущение игры на струнных инструментах и создание музыки доставляло мне невероятное удовольствие. Этим навыком я наслаждаюсь и по сей день. Это просто фантастика. Музыка — это мощный способ выразить себя и обрести радость. Обучение игре на музыкальном инструменте — это прекрасное путешествие к самопознанию. Определенно. А если говорить о самопознании, то одним из моих любимых впечатлений было посещение медитационного ретрита. Это позволило мне соединиться со своим внутренним «я» и обрести чувство покоя. Звучит невероятно. Медитация — прекрасная практика внимательности и самоанализа. Удивительно, как она может внести ясность и спокойствие в нашу жизнь. Совершенно верно. Важно искать опыт, который соответствует нашим интересам и ценностям. Они могут принести нам огромную радость и личностный рост. Не могу не согласиться с этим. Наши любимые впечатления формируют нас и способствуют нашему общему счастью. Важно отвести им место в нашей жизни. Урок 5. Даты истечения срока действия и обновления. Привет, Анна. Я думала о сроках годности продуктов. У некоторых они есть, но у других, похоже, они вечны. Это немного сбивает с толку. Что вы на это думаете? Привет, Джон. Ты прав. Срок годности может варьироваться в зависимости от продукта. Некоторые продукты, например, скоропортящиеся продукты, имеют четкие сроки годности для обеспечения безопасности и свежести. Но у других, например, предметов домашнего обихода, может не быть В определенного этом срока есть смысл. годности. Итак, как узнать, когда нужно что-то обновить или заменить, если срок годности не истек? Что ж,
В отсутствие срока годности следует учитывать несколько факторов. Во-первых, оцените состояние товара. Он все еще функционирует должным образом. В противном случае, возможно, пришло время обновить его. Это хорошие замечания. Функциональность играет ключевую роль. Если что-то больше не служит своей цели или приносит больше неудобств, чем пользы, возможно, пришло время подумать об обновлении. Именно так. Кроме того, технологические достижения могут сделать старые версии продуктов устаревшими. Если производительность или функции значительно улучшены, возможно, стоит обновить их. Понимаю, что вы имеете в виду. Важно идти в ногу с достижениями, особенно в таких областях, как электроника или программное обеспечение. Модернизация может улучшить наш опыт и повысить эффективность. Совершенно верно. Также стоит учитывать стоимость обслуживания или ремонта изделия по сравнению со стоимостью обновления до более новой версии. Иногда модернизация оказывается более экономичной. Отличное замечание. Если затраты на ремонт или техническое обслуживание перевешивают преимущества модернизации, это явный признак того, что настало время перемен. Точно. Важно взвесить все «за» и «против» и принять взвешенное решение. Модернизация может принести новые функции, повысить производительность и даже сократить расходы в долгосрочной перспективе. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы принимать решения, соответствующие нашим потребностям и целям. Иногда обновление может открыть новые возможности и улучшить наш общий опыт. Совершенно верно. И дело не только в физических продуктах. Не менее важно совершенствовать себя, совершенствовать свои навыки и знания. Личностный рост не имеет срока годности. Отличное замечание. Постоянное обучение, приобретение новых навыков и поиск возможностей для личного развития необходимы для роста и сохранения актуальности в меняющемся мире. Точно. Технологии развиваются так же, как развиваются и мы. Самосовершенствование позволяет нам адаптироваться, развиваться и использовать новые возможности, которые открываются на нашем пути. Мне нравится такая перспектива. Самосовершенствование — это непрерывный путь самосовершенствования и самопознания. Это помогает нам оставаться вовлеченными, мотивированными и готовыми ко всему, что нас ждет в будущем. Совершенно верно. Давайте воспользуемся концепцией истечения срока годности и улучшений как физического, так и личного роста. Это путь к постоянному совершенствованию и успеху. Хорошо сказано. Давайте будем принимать взвешенные решения, обновляться по мере необходимости и продолжать развиваться. Срок годности и обновления — это часть пути к лучшей и полноценной жизни. Урок 6. Мудрый совет. Привет, Анна. Я всегда ценю твой отличный совет. Похоже, вы умеете делиться ценными идеями. У вас есть еще какие-нибудь советы для меня? Привет, Джон. Спасибо за добрые слова. Я рада, что мой совет оказался для вас полезным. Конечно, у меня в рукаве есть еще несколько советов. По какому конкретному вопросу ты ищешь совета? Что ж, мне всегда хочется учиться и совершенствоваться. Какие-нибудь советы о том, как стать более эффективным коммуникатором? Совершенно верно. Эффективное общение играет ключевую роль в различных аспектах жизни. У меня есть один совет – активно слушайте других. Обратите внимание на их слова, язык тела и эмоции.
Это показывает, что вы цените их точку зрения и способствует лучшему взаимопониманию. Отличный совет. Активное слушание очень важно для налаживания прочных связей и предотвращения недоразумений. Я обязательно постараюсь быть более внимательным. Еще один совет. Внимательно относитесь к своему языку тела и тону голоса. Невербальные сигналы могут говорить о многом. Поддерживайте зрительный контакт, используйте открытые и приветливые жесты и говорите уверенным и уважительным тоном. Это отличное напоминание. Наш язык тела и тон могут существенно повлиять на то, как мы воспринимаем наши сообщения. Я приложу сознательные усилия, чтобы передать позитивные и доступные невербальные сигналы. Замечательно! Еще один совет по эффективному общению – четко и лаконично излагать свое сообщение. Избегайте ненужного жаргона или запутанной лексики. Перейдите сразу к сути дела, а также предоставьте достаточно контекста для ясности. Я вижу в этом ценность. Четкая и лаконичная коммуникация позволяет легко понять наши послания и избежать путаницы. Я постараюсь более внимательно отнестись к доставке своих сообщений. Отлично! Наконец, всегда будьте открыты для отзывов и готовы адаптировать свой стиль общения. Каждое общение – это возможность учиться и развиваться. Воспринимайте конструктивную критику как шанс стать лучше. Это отличный склад ума. Обратная связь позволяет нам усовершенствовать свои коммуникативные навыки и в целом стать лучшими коммуникаторами. Я не забуду принимать отзывы непредвзято. Замечательно! Помните, что эффективная коммуникация – это навык на протяжении всей жизни, который может пригодиться вам во всех сферах жизни, будь то личные отношения, профессиональная обстановка или даже случайные разговоры. Не могу не согласиться с этим. Ваши советы бесценны, и я благодарю вас за то, что вы поделились ими со мной. Мне не терпится применить их на практике и стать более эффективным коммуникатором. Я рада, что смогла помочь. Просто помните, что это путь к постоянному совершенствованию. Если вы будете применять эти советы и приобретать больше опыта, ваши коммуникативные навыки, несомненно, будут развиваться. Спасибо. Я благодарна за ваше руководство и поддержку. Я буду продолжать работать над этими советами и постараюсь стать лучшим коммуникатором, каким только могу быть. Урок 7. Изучение новых увлечений. Привет, Анна. Я подумываю попробовать что-то новое. Есть предложение. Привет, Джон. Абсолютно. Есть так много интересных увлечений, которые вы можете исследовать. Что вас интересует? Что ж, я всегда увлекался фотографией. Думаете, для начала это хорошее хобби? Определенно. Фотография – это фантастический способ запечатлеть прекрасные моменты и выразить свои творческие способности. Вы можете начать с обычной цифровой камеры и поэкспериментировать с разными ракурсами и предметами. Звучит великолепно. Я видела в интернете несколько потрясающих пейзажных фотографий. Какие-нибудь советы по съемке захватывающих пейзажей? Конечно. Во-первых, вам нужно найти подходящее место. Ищите место с интересным рельефом, яркими цветами или уникальными достопримечательностями. Затем подумайте об условиях освещения. Раннее утро или ближе к вечеру часто обеспечивают наилучшее естественное освещение для пейзажной фотографии. В этом есть смысл. Я запомню это. А как же портреты? Они кажутся мне немного сложными.
Портреты могут быть сложными, но, потренировавшись, вы освоите их. Сосредоточьтесь на том, чтобы запечатлеть эмоции и индивидуальность человека, которого вы фотографируете. Попробуйте поэкспериментировать с разными позами, настройками освещения и фоном, чтобы Понимаю. создать уникальную Похоже, мне атмосферу. тоже нужно научиться разбираться в деталях и композиции. Какие-нибудь советы по этому поводу? Абсолютно. Композиция играет важную роль в фотографии. Помните правило третей, согласно которому кадр делится на 3 части по горизонтали и вертикали. Разместите основной объект вдоль этих линий или на их пересечении, чтобы композиция получилась более привлекательной с визуальной точки зрения. Это полезный совет. Я обязательно попробую это сделать. Кстати, а как насчет постобработки? Насколько это важно? Последующая обработка может улучшить ваши фотографии и придать им профессиональный вид. Вы можете использовать программное обеспечение для редактирования, чтобы настроить яркость, контрастность, цвета и кадрирование. Только будьте осторожны и не переусердствуйте. Все дело в том, Я учту чтобы это. найти правильный Спасибо баланс. за совет. Я очень рада начать это новое хобби. Урок 8. Решение проблем с Wi-Fi. Привет, Анна. В последнее время у меня проблемы с интернетом. Есть предложение по улучшению сигнала Wi-Fi. Привет, Джон. Я могу помочь тебе в этом. Медленный или слабый Wi-Fi может расстраивать, но есть несколько способов улучшить его. Во-первых, давайте начнем с основ. Вы пытались перезапустить маршрутизатор. Да, я уже пробовал это, но, похоже, это не имело существенного значения. Хорошо. Единственное, что вы можете сделать, это переместить маршрутизатор. Убедитесь, что устройство расположено в центре дома, вдали от таких препятствий, как стены или приборы, которые могут помешать передаче сигнала. Это хорошие замечания. Я попробую перенести его в более центральное место. А как насчет других устройств, которые могут быть подключены к Wi-Fi? Могут ли они повлиять на сигнал? Совершенно верно. Другие устройства могут потреблять полосу пропускания и влиять на общую производительность вашего Wi-Fi. Убедитесь, что у вас подключено не слишком много устройств одновременно. Отключите все ненужные устройства или приложения, использующие большую полосу Я пропускания. этого не осознавал. В большинстве случаев у меня подключено несколько устройств. Я отключу те, которыми сейчас не пользуюсь. Это должно помочь. Кроме того, вы можете попробовать изменить канал Wi-Fi на маршрутизаторе. Иногда могут возникать помехи от других близлежащих сетей, использующих тот же канал. Как изменить канал Wi-Fi на маршрутизаторе? Вы можете получить доступ к настройкам маршрутизатора, введя его IP-адрес в веб-браузере. Найдите раздел «Настроек беспроводной связи», где вы найдете возможность изменить канал. Поэкспериментируйте с разными каналами, чтобы найти канал с наименьшими помехами. Это приятно знать. Я попробую. Могу ли я еще чем-нибудь улучшить сигнал Wi-Fi? Да, вы также можете рассмотреть возможность использования удлинителя Wi-Fi или системы ячеистой сети. Эти устройства помогают расширить диапазон сигнала Wi-Fi и устранить мертвые зоны в доме. Ах, я слышала о них. Я рассмотрю возможность приобретения удлинителя Wi-Fi для усиления сигнала в зонах со слабым покрытием.
Отличная идея. Это определенно должно помочь. И помните, что если ничего не помогает, вы можете обратиться к своему интернет-провайдеру за дополнительной помощью. Я ценю твою помощь. Эти советы должны решить мои проблемы с Wi-Fi. Спасибо большое. Урок 9. Выбор устойчивого образа жизни. Привет, Анна. Я подумываю о более экологичном образе жизни. У вас есть предложение. С чего начать? Привет, Джон. Это здорово. Принятие решений, основанных на принципах устойчивого развития, имеет решающее значение для окружающей среды. Один простой шаг, который вы можете предпринять, сократить выбросы углекислого газа. Да, я Вы слышала слышали об об этом но не термине совсем раньше? понимаю, что это значит. Можете ли вы объяснить? Конечно. Под вашим углеродным следом понимается количество парниковых газов, особенно углекислого газа, которые выбрасываются в атмосферу в результате вашей повседневной деятельности и образа жизни. Ах, понятно. Итак, что я могу сделать, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа? Есть много вещей, которые вы можете сделать. Например, вы можете начать с экономии энергии в своем доме. Выключайте свет и отключайте электронику, когда она не используется, и подумайте о переходе на энергоэффективные приборы. Это хорошие замечания. Я буду внимательнее относиться к потреблению энергии. Как насчет транспорта? Как сделать его более экологичным? Транспорт вносит значительный вклад в выбросы углекислого газа. По возможности рассмотрите возможность использования общественного транспорта, совместного использования автомобилей или езды на велосипеде. Если вам нужно сесть за руль, выберите электрический Я или обязательно гибридный рассмотрю эти автомобиль. варианты. Что еще я могу сделать, чтобы вести более экологичный образ жизни? Еще один важный аспект– сокращение отходов. Применяйте на практике 3 принципа: сокращение, повторное использование и переработка. Сведите к минимуму количество одноразовых вещей, перепрофилируйте или подарите их вместо того, чтобы выбрасывать их, Я и ценю советы. обеспечьте их Похоже, надлежащую что устойчивый утилизацию. образ жизни требует осознанного выбора в различных аспектах жизни. Есть ли какие-то особые привычки, которые мне следует перенять? Абсолютно. Вы можете начать с меньшего потребления и выбора экологически чистых продуктов. Поддерживайте местные и устойчивые предприятия, выращивайте собственные продукты питания, если это возможно, и отдавайте предпочтение натуральным и органическим продуктам. Это отличные предложения. Я постараюсь включить их в свой образ жизни. Есть ли что-то еще, что мне следует иметь в виду? Да, внимательно следите за потреблением воды. Экономьте воду, принимая душ реже, устраняя утечки и используя водосберегающие светильники. Кроме того, рассмотрите возможность поддержки возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия Я или не думала энергия об ветра. использовании воды. Спасибо, что подняли этот вопрос. Я обязательно буду работать над сокращением потребления воды. Урок 10. Подготовка к пляжной поездке. Привет, Анна. Скоро я планирую поездку на пляж. Есть предложение о том, какие предметы первой необходимости мне следует взять с собой. Привет, Джон. Как увлекательно. Ходить на пляж всегда весело. Обязательно возьмите с собой несколько вещей первой необходимости. У меня все уши. Что обязательно нужно для поездки на пляж?
Прежде всего, не забудьте солнцезащитный крем. Очень важно защитить кожу от вредных солнечных лучей. Обязательно выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с высоким SPF. Это отличное напоминание. Солнцезащитный крем, безусловно, необходим. Что еще мне взять с собой? Вам также понадобится пляжное полотенце или коврик для отдыха. Рекомендуется взять с собой дополнительное полотенце, чтобы высохнуть после купания. Хорошие замечания. Я позабочусь о том, чтобы у всех было достаточно полотенец. Как насчет закусок и напитков? Абсолютно. Не забудьте взять с собой прохладительные напитки и закуски. Не допускайте обезвоживания с помощью воды, а также возьмите с собой фрукты, бутерброды или другие легкие закуски, чтобы зарядиться энергией. Я обязательно возьму с собой закуски и напитки, чтобы насладиться ими на пляже. Как насчет развлечений? Пляжные развлечения всегда доставляют удовольствие. Возьмите с собой пляжный мяч, фрисби или даже портативную колонку для прослушивания музыки. Это добавит пляжной атмосферы и развлечет всех. Отличные идеи. Я обязательно возьму с собой несколько пляжных игр и динамик, чтобы создать настроение. Есть ли что-нибудь еще, что мне взять с собой? Не забудьте купальный костюм и сменную одежду. Также неплохо взять с собой пляжный зонт или зонтик, чтобы укрыться от солнца. Я обязательно возьму с собой купальные костюмы и дополнительную одежду. Зонтик – хорошая идея, чтобы укрыться в тени на пляже. Наконец, не забудьте взять с собой пляжную сумку, в которой можно взять с собой все необходимое. В нем должно быть достаточно просторно, чтобы все было удобно. Я обязательно возьму с собой пляжную сумку, чтобы все было в порядке. Спасибо за напоминание. Теперь я в еще большем восторге от поездки на пляж. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Прекрасно проведите время на пляже. Наслаждайтесь солнцем и песком. Спасибо. Не могу дождаться этого пляжного приключения. Я позабочусь о том, чтобы упаковать все самое необходимое. Урок 11. Оценка искусства. Привет, Анна. Я недавно посетил художественный музей, и это было просто невероятно. Вы уже бывали в одном из них. Привет, Джон. Да, я люблю посещать художественные музеи. Они предлагают уникальный опыт и возможность оценить различные виды искусства. В каком музее вы ходили? Я пошла в Музей искусств Метрополитен. Коллекция была обширной и разнообразной, охватывала разные периоды времени и художественные стили. Звучит потрясающе. Какое искусство вам больше всего понравилось? Меня особенно привлекали картины эпохи Возрождения. Уровень детализации и использование ярких цветов завораживали. Искусство эпохи Возрождения действительно завораживает. Художники того периода были мастерами в передаче эмоций и создании реалистичных изображений. Изучали ли вы другие виды искусства? Да, я также изучил раздел современного искусства. Было интересно увидеть, как художники выражают свои идеи и эмоции с помощью нетрадиционных средств и абстрактных форм. Современное искусство может наводить на размышления и быть открытым для интерпретации. Интересно наблюдать за различными перспективами и концепциями, которые выдвигают художники.
Привлекло ли ваше внимание какое-либо конкретное произведение Мне очень искусства? понравилась скульптура, полностью изготовленная из переработанных материалов. Это стало ярким свидетельством устойчивого развития и важности перепрофилирования. Звучит как наводящая на размышления статья. Искусство способно вызывать эмоции и передавать важные сообщения. Замечательно, что художники могут использовать свое творчество для повышения осведомленности о насущных проблемах. Абсолютно. Искусство способно преодолевать языковые и культурные барьеры, превращая его в универсальную форму самовыражения. Оно позволяет нам общаться с другими людьми и исследовать разные точки зрения. Искусство действительно объединяет людей. Оно поощряет диалог и разжигает разговоры. Узнали ли вы что-то новое во время визита? Да, я узнал о различных художественных техниках и историческом контексте различных художественных движений. Это углубило мое понимание и понимание искусства в целом. Это просто фантастика. Художественные музеи не только визуально увлекательны, но и познавательны. Они дают ценную информацию об истории, культуре и эволюции художественных стилей. Не могу не согласиться с этим. Художественные музеи — это кладезь знаний и вдохновения. Я уже с нетерпением жду своего следующего визита. Приятно видеть ваш энтузиазм. Искусство обогащает нашу жизнь и расширяет кругозор. Надеюсь, вы продолжите изучать и ценить различные виды искусства. Спасибо. Я обязательно так и сделаю. Искусство стало моей новой страстью, и мне не терпится глубже погрузиться в этот удивительный мир. Урок 12. Деликатесы в саду с травами. Привет, Анна. Я выращиваю небольшой сад с травами, и у меня есть базилик, петрушка, тимьян и мята. Они охватывают широкий спектр вкусов для приготовления пищи. Привет, Джон. Это замечательно. Наличие в наличии свежих трав может улучшить вкус ваших блюд. Как вы планируете их использовать? Мне не терпится поэкспериментировать с разными рецептами и использовать эти травы в своих блюдах. Базилик идеально подходит для приготовления песто, а петрушка придает салатам свежесть. Базилик и петрушка действительно являются универсальными травами. Они привносят изюминку во многие блюда. Тимьян также отлично подходит для придания глубины супам и тушеным блюдам. Абсолютно. Тимьян придает пикантным блюдам теплый и землистый вкус. И давайте не будем забывать о мяте. Она отлично подходит для прохладительных напитков и десертов. Мята – прекрасная трава. С ее помощью можно улучшить коктейли, чай и даже фруктовые салаты. Это добавит в любой рецепт прохладный и бодрящий элемент. Я рада, что вы так думаете. Мне не терпится приготовить мохито и воду с мятой. Идеально подходит для жарких летних дней. Мохито – классический выбор. Сочетание мяты, лайма и рома просто восхитительно. Это отличный способ насладиться свежими ароматами вашего сада. Кстати, о садах, есть ли у вас травы или растения, которые вам нравится выращивать? Да, у меня тоже есть небольшой сад с травами. Я люблю выращивать розмарин и чеснок. Розмарин придает ароматную нотку жареному мясу, а чеснок идеально подходит для гарнира блюд. Розмарин и чеснок — отличный выбор.
Они, безусловно, придают блюдам неповторимый вкус. Мне тоже придется подумать о том, чтобы добавить их в свой сад с травами. Их стоит попробовать. Выращивание трав не только дает вам свежие продукты, но и соединяет вас с природой. Это полезный и терапевтический опыт. Не могу не согласиться с этим. Есть что-то особенное в том, чтобы собирать травы в собственном саду и использовать их в приготовлении пищи. Это придает индивидуальность каждому блюду. Совершенно верно. Приятно ощущать связь с приготовленной едой. Кроме того, это отличный способ открыть для себя новые вкусы и расширить свои кулинарные навыки. Мне не терпится продолжить изучение мира трав и экспериментировать с различными комбинациями в своих рецептах. Это непрерывный путь открытий. В этом и заключается дух. Наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие, изучая невероятные ароматы, которые травы привносят в вашу кулинарию. Уверена, ваши блюда станут еще более Спасибо. восхитительными. Ваша поддержка очень много значит. Впереди еще много ароматных и вкусных блюд. Ура! Урок 13. Музыкальный побег. Привет, Анна. Ты когда-нибудь застреваешь в пробке? Мне это может быть очень неприятно, но я слушаю музыку, чтобы скоротать время. Привет, Джон. Да, дорожное движение может доставлять неудобства. Я сталкивался с изрядной долей задержек на дороге. Музыка действительно является отличным способом облегчить ситуацию. Какую музыку ты обычно слушаешь? Мне нравится широкий спектр жанров, от поп-музыки и рока до классики и джаза. Это зависит от моего настроения и дорожной ситуации. Как насчет тебя? У меня тоже разный музыкальный вкус. Я ценю разные стили и разных исполнителей. Интересно, как музыка может вызывать различные эмоции и создавать настроение на данный момент. Абсолютно. Музыка может перенести нас в другой мир, даже когда мы застряли в пробке. Это как временное убежище от шума и суеты повседневной жизни. Прекрасно выразиться. Музыка способна поднимать нам настроение и дарить ощущение утешения. Она может превратить обыденный момент в нечто волшебное. Не могу не согласиться с этим. Иногда, застряв в пробке, я теряюсь в мелодиях и текстах песен. В моей машине это превращается в мини-концерт. Удивительно, как музыка может создать личное убежище в наших собственных автомобилях. Она позволяет нам отключиться от окружающего мира и погрузиться в ритм и гармонию. Именно так. И дело не только в самой музыке. Тексты песен часто перекликаются с нашим собственным опытом и эмоциями, что делает путешествие более значимым. Тексты песен могут проникнуть в наше сердце, не так ли? Они могут передавать глубокие идеи и рассказывать истории, которые нам могут понравиться. Это как если бы вы сидели в машине с компаньоном. Совершенно верно. Музыка может быть приятным звуком, особенно в такие неприятные моменты, как застревание в пробке. Она помогает снять напряжение и создать ощущение спокойствия. Удивительно, как музыка оказывает такое глубокое влияние на наше благополучие. Она способна поднимать настроение, снимать стресс и ускорять время. Это так. Музыка — это универсальный язык, который объединяет людей и преодолевает барьеры.
Это источник радости и вдохновения, который мы все можем по достоинству оценить. В самом деле, будь то подпевание, постукивание пальцами или просто покачивание в такт, музыка объединяет нас и делает путешествие более приятным. Я не мог бы сказать это лучше. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в пробке, не забудьте включить любимые мелодии и позволить музыке помочь вам в путешествии. Совершенно верно. Пусть музыка станет вашим спутником и избавьтесь от неприятностей на дороге. Наслаждайтесь мелодиями и позвольте им перенести вас в лучшее место. Спасибо. Ваши слова находят отклик у меня. Музыка действительно является мощной силой, которая может превратить обыденные поездки на работу в незабываемые впечатления. До следующего раза продолжайте наслаждаться ритмом жизни. Урок 14. Яркий стиль. Привет, Анна. В последнее время, что ты думаешь о том, чтобы носить яркие цвета? Я подумываю добавить ярких красок в свой гардероб. Привет, Джон. Ношение ярких цветов может стать отличным способом выразить себя и добавить яркости вашей одежде. Это действительно может заявить о себе. Что ты думаешь? Я согласен. Яркие цвета могут поднять нам настроение и привлечь внимание людей. Они могут привнести в наш внешний вид ощущение радости и уверенности. Абсолютно. Удивительно, как цвета влияют на наши эмоции и восприятие. В ярких тонах мы чувствуем себя более энергичными и излучаем позитив. Это правда. Я заметила, что когда я ношу яркие цвета, я получаю больше комплиментов и положительных отзывов от окружающих. Это отличный способ выделиться. В самом деле, яркие цвета привлекают внимание людей и производят неизгладимое впечатление. Они могут сделать ваш наряд незабываемым и создать ощущение индивидуальности. Меня особенно привлекали такие оттенки, как королевский синий и солнечный желтый. Они кажутся такими веселыми и освежающими. Какие яркие цвета тебе нравится носить? Мне нравится экспериментировать с разными цветами, но в последнее время я тяготею к коралловому и изумрудно-зеленому цвету. Коралловый – красивый теплый тон, а изумрудно-зеленый привносит нотку элегантности. Коралловый и изумрудно-зеленый – отличный выбор. Они звучат как универсальные цвета, которые можно легко включить в различные ансамбли. Есть ли у вас какие-либо советы по стилю? Определенно. При ношении ярких цветов важно сочетать их с нейтральными тонами. Например, сочетание кораллового топа с белыми брюками может создать свежий и шикарный образ. Понимаю. Таким образом, сочетание ярких цветов с нейтральными может создать гармоничный и хорошо подобранный наряд. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Именно так. Речь идет о создании визуального баланса, позволяющего ярким цветам сиять, не искажая при этом общий внешний вид. Аксессуары также могут сыграть свою роль в добавлении ярких красок. Ах, я не думала об аксессуарах. Как они могут украсить яркий наряд? Такие аксессуары, как эффектные серьги или красочный шарф, могут дополнить и подчеркнуть яркие цвета, которые вы носите. Они могут добавить дополнительный интерес и объединить образ в единое целое. В этом есть смысл. Аксессуары могут стать завершающим штрихом, дополняющим общую эстетику. Они дают возможность продемонстрировать свой личный стиль.
Совершенно верно. Выразить свой индивидуальный стиль с помощью ярких цветов и аксессуаров – прекрасный способ подчеркнуть свою индивидуальность и заявить о себе в моде. Мне не терпится добавить в свой гардероб больше ярких цветов и поэкспериментировать с разными комбинациями. Это интересный и творческий способ улучшить свой выбор модной одежды. Рада это слышать. Откройте для себя яркую сторону моды и получайте удовольствие, исследуя безграничные возможности, которые открывают яркие цвета. Ваш стиль обязательно засияет. Спасибо. Ваша поддержка очень много значит. Вот вам гардероб, наполненный цветом и самовыражением. До следующего раза оставайтесь стильными и наслаждайтесь красотой ярких оттенков. Урок 15. Умное бронирование. Привет, Анна. Когда дело доходит до бронирования жилья, я всегда внимательно читаю описание недвижимости и сообщаю о любых конкретных требованиях. Это помогает обеспечить комфортное пребывание. Каков ваш подход? Привет, Джон. Я полностью согласен. Внимательное чтение описаний недвижимости очень важно, чтобы избежать сюрпризов и найти место, отвечающее вашим потребностям. Четкая коммуникация – ключ к успеху. Как вы сообщаете свои требования? Обычно я связываюсь с хозяином или управляющим недвижимостью напрямую через платформу бронирования. Я задаю любые интересующие меня вопросы и предоставляю подробную информацию о своих предпочтениях или особых пожеланиях. Это помогает достичь четкого взаимопонимания. Это разумный подход. Прямая связь позволяет вам прояснить любые неопределенности и убедиться, что недвижимость соответствует вашим потребностям. Важно проявлять инициативу. Совершенно верно. Проявляя инициативу и задавая вопросы, вы можете собрать всю необходимую информацию для принятия обоснованного решения. Это избавит вас от возможных разочарований в будущем. Очень важно учитывать такие факторы, как местоположение, удобство и любые конкретные требования, которые могут у вас возникнуть. Тщательное чтение описаний недвижимости поможет вам оценить, подходит ли она вам. Да. В описаниях недвижимости часто содержится ценная информация об особенностях объекта, близлежащих достопримечательностях и любых ограничениях. Знание этих деталей поможет вам сделать осознанный выбор. Кроме того, рекомендуется ознакомиться с отзывами предыдущих гостей. Они могут дать представление о состоянии, чистоте и отзывчивости хозяина. Отличное замечание. Отзывы позволяют увидеть мнение людей, которые останавливались в отеле, из первых уст. Они помогут вам лучше понять, чего ожидать, и принять взвешенное решение. После того, как вы собрали всю необходимую информацию, важно четко изложить свои требования. Сообщите хозяину или управляющему недвижимостью о любых ваших конкретных потребностях или предпочтениях. Точно. Четкая коммуникация гарантирует, что обе стороны будут на одной волне. Это помогает хозяину понять ваши ожидания и принять все необходимые меры, чтобы удовлетворить ваши ожидания. И не стесняйтесь обращаться за разъяснениями, если вы в чем-то не уверены. Лучше иметь всю информацию заранее, чтобы избежать недоразумений. Не могу не согласиться с этим. Лучше обратиться за разъяснениями, чем потом делать предположения и разочаровываться. Открытое и честное общение – залог успешного бронирования. Совершенно верно.
Проведя тщательное исследование и эффективно сообщив о своих потребностях, вы повысите свои шансы найти идеальное жилье и насладиться приятным отдыхом. Спасибо. Ваши идеи очень ценны. Учитывая эти советы, я буду более уверен в своих будущих начинаниях по бронированию. Здесь вас ждут беспроблемные путешествия и незабываемый отдых. Урок 16. Удовлетворение спроса. Привет, Анна. Я знаю, что трудно удовлетворить спрос. Как насчет тебя? Как вы справляетесь с ситуациями, когда спрос на что-то высок? Привет, Джон. Удовлетворить высокий спрос действительно может быть непросто. В таких ситуациях я стараюсь расставить приоритеты и найти способы эффективного управления возросшим спросом. А как же ты? Ключевое значение имеет расстановка приоритетов. Я сосредотачиваюсь на определении наиболее важных задач или востребованных товаров и соответствующем распределении ресурсов. Это помогает обеспечить удовлетворение основных потребностей в первую очередь. Это разумный подход. Расставляя приоритеты, вы сможете удовлетворить неотложные потребности и предотвратить любые проблемы. Это позволяет упростить рабочий процесс и удовлетворить потребности клиентов. Совершенно верно. Удовлетворение потребностей клиентов жизненно важно, особенно в условиях высокого спроса. Я стремлюсь предоставлять отличный сервис и обеспечивать максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Предоставление отличного обслуживания во многом способствует удовлетворению высокого спроса. Это помогает повысить лояльность клиентов и позитивное сарафанное радио, что может еще больше повысить спрос. Вы правы. Положительные отзывы из уст в уста могут повысить спрос и создать цикл роста. Очень важно поддерживать высокие стандарты и постоянно предоставлять отличные впечатления. Помимо расстановки приоритетов и предоставления отличного обслуживания, я считаю, что для обеспечения эффективности полезно сотрудничать с командой или делегировать задачи. Совместная работа поможет эффективно управлять спросом. Ключевое значение имеет сотрудничество. В условиях резкого роста спроса объединение ресурсов и опыта может существенно изменить ситуацию. Это позволяет принимать более упорядоченные и эффективные меры реагирования. В самом деле, используя сильные стороны каждого члена команды, мы можем сообща удовлетворять растущий спрос и добиваться результатов более эффективно. Кроме того, важно как можно больше прогнозировать спрос и планировать его на будущее. Следить за тенденциями рынка и предпочтениями клиентов помогает оставаться на шаг впереди. Предвосхищение очень важно. Оставаясь в курсе рыночных тенденций и понимая потребности клиентов, мы можем принимать упреждающие решения для более эффективного удовлетворения спроса. Совершенно верно. Проактивность необходима в условиях высокого спроса. Это позволяет нам адаптироваться и вносить необходимые коррективы, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. А в ситуациях, когда спрос превышает пропускную способность, важно прозрачно общаться с клиентами. Управление их ожиданиями и предложение альтернатив могут помочь сохранить деловую репутацию. Прозрачная коммуникация жизненно важна. Это укрепляет доверие и взаимопонимание между компаниями и клиентами. Важно честно говорить об ограничениях и искать альтернативные решения. Эффективно управляя спросом и предоставляя исключительный сервис, мы можем создавать положительные впечатления для клиентов даже в трудные времена. Это отличает нас от других и способствует долгосрочным отношениям. Это правда.
Прилагать все усилия для удовлетворения спроса свидетельствует о преданности делу и целеустремленности. Это оставляет неизгладимое впечатление и побуждает клиентов возвращаться. Урок 17. Совместная работа в команде. Привет, Анна. Ты играешь в команде. Мне очень нравится сотрудничество. Как насчет тебя? Считаете ли вы ценность совместной работой с другими? Привет, Джон. Да, я твердо верю в силу сотрудничества. Работа в команде позволяет нам объединять различные навыки и точки зрения, что приводит к лучшим результатам. Что вы думаете? Не могу не согласиться с этим. Совместная работа раскрывает лучшие качества в каждом из участников. Оно позволяет нам использовать сильные стороны друг друга и коллективно добиваться большего, чем мы могли бы достичь в одиночку. Именно так. Сотрудничая, мы можем использовать более широкий спектр идей и опыта. Это способствует творчеству, инновациям и созданию атмосферы взаимной поддержки. Сотрудничество также улучшает коммуникативные навыки, поскольку мы учимся эффективно выражать свои мысли и активно прислушиваться к мнению других. Это ценный навык для личного и профессионального роста. Совершенно верно. Активное слушание– важнейший аспект сотрудничества. Оно помогает нам понять разные точки зрения, разрешать конфликты и налаживать более прочные отношения в команде. А когда мы работаем вместе для достижения общей цели, мы распределяем рабочую нагрузку и добиваемся прогресса более эффективно. От этого выигрывают как отдельные люди, так и команда. Верно. Разделяя обязанности и доверяя способностям друг друга, мы можем выполнять задачи более эффективно. Это также создает чувство товарищества и позитивного командного духа. Сотрудничество также позволяет нам учиться друг у друга. Мы можем обмениваться знаниями, навыками и опытом, что способствует личностному и профессиональному росту. Опыт наших товарищей по команде бесценен. Каждый человек обладает уникальным опытом и знаниями. Благодаря сотрудничеству мы можем расширить свой кругозор и развить новые навыки. Кроме того, сотрудничество помогает нам более эффективно преодолевать трудности. Когда мы в команде сталкиваемся с препятствиями, мы можем обдумывать решения, оказывать поддержку и сообща находить наилучший путь вперед. Это правда. Совместное решение проблем часто приводит к более надежным решениям. Объединяя наши сильные стороны и перспективы, мы можем решать сложные задачи и добиваться лучших результатов. Кроме того, сотрудничество порождает чувство выполненного долга и общего успеха. Празднование достижений в команде создает позитивную рабочую атмосферу и мотивирует всех стремиться к совершенству. Совместное празднование важных событий укрепляет сплоченность и моральный дух команды. Это укрепляет представление о том, что мы являемся частью чего-то большего, и побуждает нас продолжать совместную работу. Спасибо. Ваши идеи очень ценны. Сотрудничество действительно раскрывает в нас все самое лучшее и приводит к замечательным результатам. Мы должны укреплять командную работу и вместе добиваться великих результатов. Урок 18. Плавание и осеннее наслаждение. Привет, Анна. Я тоже люблю плавать. Это такое освежающее и бодрящее занятие. Как насчет тебя? Тебе тоже нравится плавать? Привет, Джон. Совершенно верно. Плавание
одно из моих любимых занятий. В скольжении по воде есть что-то невероятно расслабляющее. Это отличный способ оставаться активным и освежиться летом. Не могу не согласиться с этим. Ощущение невесомости в воде поистине удивительное. Это не только фантастический вид упражнений, но и способ расслабиться и расслабиться. Определенно. Плавание задействует несколько групп мышц и способствует развитию сердечно-сосудистой системы. Это малотравматичное занятие, подходящее для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Вот почему плавание настолько универсально. Это навык, которым можно заниматься всю жизнь, и им можно пользоваться для развлечения, занятий фитнесом или даже в качестве соревновательного вида спорта. Возможности безграничны. Совершенно верно. Будь то купание в бассейне, изучение чудес океана или просто плескание в озере, в воде всегда есть что-то волшебное. Не могу не согласиться с этим. Вода очаровывает наши чувства и дарит ощущение спокойствия. Это отличный способ сбежать от шума и суеты повседневной жизни. Кстати, о захватывающих впечатлениях, вы когда-нибудь замечали красоту осени? Меня просто завораживают разноцветные листья в это время года. Да. Осень — это сезон ярких красок и естественной красоты. Огненно-красные, оранжевые и золотые оттенки листьев создают живописный пейзаж, перед которым трудно устоять. Именно так. Меняющаяся листва привносит неповторимый шарм в окружающую среду. Это время, когда природа преображается, и мы можем стать свидетелями чудес смены времен года. Осень также означает время перемен и размышлений. Это сезон, который заставляет нас сбавить обороты, оценить настоящий момент и ощутить красоту перемен. Это так. Осень, подобно изящному падению листьев с деревьев, побуждает нас к переменам. Это напоминание о том, что перемены могут стать прекрасной и необходимой частью жизни. Совершенно верно. Цикл природы преподает нам ценные уроки стойкости, расслабления и новых начинаний. Это прекрасная метафора личностного роста и саморефлексии. И давайте не будем забывать о радости осенних занятий, таких как сбор яблок, резьба по тыкве и уютные вечера, проведенные у камина. Это время года, которое приносит тепло, комфорт и чувство ностальгии. Вы абсолютно правы. Осенние традиции создают незабываемые воспоминания и дают возможность пообщаться с близкими. Пришло время насладиться простыми удовольствиями и получить новые впечатления. Урок 19. Шопинг вместе. Привет, Анна. Конечно, всегда веселее делать покупки с кем-то. Во сколько нам встретиться? Мне не терпится заглянуть в магазины и найти отличные предложения. Привет, Джон. Я согласен. Шопинг с другом добавляет дополнительный элемент удовольствия. Как насчет того, чтобы встретиться в 10 утра? Таким образом, у нас будет достаточно времени, чтобы осмотреть достопримечательности и получить Звучит максимум неплохо. удовольствия от Сейчас поездки 10 по утра. магазинам. Есть ли конкретные магазины или районы, которые вы хотели бы посетить? Я открыт для предложений и хочу открывать для себя новые места. Отлично! Я слышала о модном бутике в центре города, в котором представлена уникальная одежда и аксессуары. Возможно, стоит его посетить. Кроме того,
Поблизости есть большой универмаг с широким выбором опций. Звучит превосходно. Я всегда готова исследовать новые модные тенденции. Давайте начнем с бутика, а затем отправимся в универмаг. Мы можем не торопиться и получать удовольствие от каждого шопинга. Отличный план. Важно наслаждаться процессом, а не торопиться с ним. По пути мы можем наткнуться на скрытые драгоценные камни и неожиданные находки. Кроме того, это дает нам возможность наверстать упущенное и поделиться своими модными предпочтениями. Совершенно верно. Покупки — это не только приобретение новых вещей, но и сам опыт. Это возможность выразить свой индивидуальный стиль и открыть для себя вещи, которые позволят нам чувствовать себя уверенно и комфортно. Не могу не согласиться с этим. Речь идет о том, чтобы найти одежду и аксессуары, которые нам нравятся и отражают то, кем мы являемся. Это форма самовыражения и способ повысить уверенность в себе. А наличие такого напарника по магазинам, как вы, делает этот опыт еще более приятным. Мы можем высказать друг другу честное мнение, помочь друг другу найти идеальный вариант и сделать весь процесс более интерактивным и увлекательным. Это правда. Совместные покупки позволяют нам перенимать друг друга в моде и открывать для себя новые стили, о которых мы, возможно, раньше не задумывались. Это расширяет наш кругозор и помогает нам выйти из зоны комфорта. Совершенно верно. Всегда интересно пробовать что-то новое и экспериментировать с разными образами. Совместные покупки побуждают нас быть открытыми и принимать новые тенденции и стили, которые мы, возможно, не смогли бы открыть для себя сами. И давайте не будем забывать о радости найти выгодную сделку или наткнуться на распродажу. Делившись этими моментами радости и удовлетворения с другом, вы получите дополнительный уровень счастья от шопинга. Вы абсолютно правы. Острые ощущения от выгодной сделки не имеют себе равных. Это все равно, что найти спрятанное сокровище. А возможность поделиться этим впечатлением с другом усиливает радость. Урок 20. Предпочтения в путешествиях. Привет, Анна. Я планирую поездку и хочу спросить твоего совета. Можете ли вы порекомендовать отличную книгу для чтения во время путешествия? Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Какой жанр тебе нравится? Художественная литература, научно-популярная литература или что-то еще? Я открыт для разных жанров, но я готов к захватывающему роману, который не оставит меня равнодушным. В таком случае я настоятельно рекомендую «Тень ветра» Карлоса Руиса Зафона. Это захватывающая тайна, действие которой происходит в Барселоне. Звучит интригующе. Я добавлю его в свой список для чтения. Спасибо за рекомендацию. Кстати, могу ли я также выбрать место при бронировании рейса? Абсолютно. Большинство авиакомпаний позволяют пассажирам выбирать место в процессе бронирования. Это отличный способ обеспечить комфорт во время полета. Это приятно знать. Я предпочитаю сидеть у окна, чтобы насладиться видом. Это делает путешествие более приятным для меня. Понимаю. Сидения у окна дают прекрасную возможность полюбоваться облаками или пейзажами внизу. Именно так. Кроме того, мне легче прислониться к окну, когда я хочу вздремнуть во время полета. Это верное замечание. Возможность прислониться к окну может обеспечить дополнительный комфорт. Есть ли другие варианты рассадки, которые мне следует рассмотреть?
Я хочу максимально использовать свои впечатления от полета. Что ж, если вы цените легкий доступ к проходу и предпочитаете вытянуть ноги, вам подойдет сидение у прохода. Ах, понятно. Сидение у прохода было бы удобно, особенно на длительных рейсах, когда мне, возможно, придется немного передвигаться. Да, во время полета может быть удобнее отдыхать в ванной или вставать, чтобы размять ноги. Это правда. Я учту это при выборе места. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Дайте мне знать, если у вас есть другие вопросы или вам нужна дополнительная помощь. Конечно. Я ценю ваше руководство. Теперь, когда у меня в руках отличная книга и тщательно подобранное место, я готова к путешествию. Приятно это слышать. Желаю вам фантастического путешествия, наполненного увлекательным чтением и комфортными путешествиями. Спасибо. Я с нетерпением жду этого. Вас ждет незабываемое путешествие и приятные моменты по пути. Ура этому! Пусть ваше путешествие будет наполнено восхитительными приключениями и незабываемыми впечатлениями. Еще раз спасибо. Я благодарна вам за помощь. Я обязательно поделюсь историями о своих путешествиях, когда вернусь. Не могу дождаться ваших приключений. Удачных путешествий и приятного времяпрепровождения. Я так и сделаю. Береги себя и поговори с вами в ближайшее время.